Я Павел Корневич. Кто-то из вас меня знает, кто-то не знает. Я предприниматель, маркетолог, ментор бизнеса. Я сооснователь и операционный директор в компании Voice. Вот нам скоро исполнится год. Мы разрабатываем речевые технологии на базе искусственного интеллекта. Это распознавание, перевод и синтез речи. Также у меня есть второй проект, это «Моя сфера». Он про развитие личных брендов предпринимателей. И веду подкаст, веду телеграм-канал, и подкаст в Ютубе, и телеграм-канал, вот, собственно, ссылочка. Она есть, можно меня там везде найти. Также менторю стартапы ранее на техпреде МФТИ, в клубе менторов, ну и так далее. Там много разных активностей. Со мной сегодня Полина Савилова. Полина – руководитель консалтинговой компании DocSourcing, ментор бизнеса и коллега по клубу менторов, член международного сообщества профессиональных инновационных менеджеров ISPIM. И я точно знаю, что Полина отлично разбирается в грантовых программах, во всех возможностях для стартапов на нашем рынке. Ну вот, собственно, поэтому я сегодня ее пригласил. И предлагаю опять возвращаться к Сколково и поговорить про ставку 0% на налог на прибыль. Вот я подал заявку в Сколково, допустим, нас принимают. Дальше что? Нужно что-то еще делать или это автоматом присваивается? Как это работает? Смотри, во-первых, самое важное, ну, я уже проговорила, еще раз напомню, что у нас 0% налог на прибыль, 0% НДС, страховые отчисления вход 30-15%, 0% таможенный налог. И что важно, вот вы получили вы написали заявку, да, вы решили, к какому инновационному приоритету Сколково вы относитесь, то есть к какому кластеру. Информационные технологии, биологические и медицинские технологии, энергоэффективные технологии или кластер передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий. Промтех он еще называется. Да, вот IT, биомед, энерготех и промтех. И смотрите на это дело и понимаете, там, к какой технологии у вас относится продукт. Дальше вы подаете заявку. Идет формальная экспертиза. Специалисты проверяют полноту, корректность оформления заявки, чтобы вы правильно были согласен на обработку персональных данных и на участие в проекте всеми участниками команды направлены. Дальше у нас идет экспертиза по существу. Уже смотрят, насколько у нас там действительно адекватно и реализуем проекты, действительно адекватно написано по разработке науки и технологий. 4 важных компонента. Во-первых, включаем в проект 4 человек. В принципе, вы можете формировать заявку на 2-3 человек, но очень важно, чтобы были следующие специалисты. Руководитель проекта – это тот, кто может правильно планировать, управлять ресурсами, имеет опыт в бизнесе, то есть прям может прям и руководить проектом, и сделать из этого бизнес. Научный руководитель – это тот, кто наукой занимается. Чаще всего требует, чтобы была научная степень, кандидатская или докторская, научные публикации. Это участник команды, который должен заниматься планированием и реализацией вот именно исследований и разработки, анализом, интерпретацией полученных данных, то есть вот прямо и написанием, фиксированием научных работ. То есть это именно научный руководитель. Понятно, что в искусственном интеллекте у нас сфера достаточно молодая для нас. И у нас прямо таких докторов по искусственному интеллекту раз-два и обчелся, а может быть и нет. То есть это прямо какие-то IT-специалисты. Тут достаточно лояльно в целом экспертиза. Но тем не менее, то, что это научное руководство не окром, это должно в заявке отражаться. Дальше, третий человек. Это узкий технический специалист, руки, да, то есть научный руководитель – это голова, а технический специалист – это руки, которые вот это все собирают, что научный руководитель напридумывал. И руководят разработкой, да, то есть это инженер или, может быть, биоинформатик, может быть, там разработчик нейросетей, то есть кто-то, кто осуществляет главную свою задачу – разработку и формирование конечного инновационного продукта. И четвертый человек, вот какой аспект должен быть?
у него, это специалист по продвижению и маркетингу. То есть это какой-то продукт, который и получает обратную связь от рынка, и как-то цифровизирует маркетинг и связывает маркетинг с продажами, и помогает увеличивать продажи, то есть помогает с реализацией продукции. Понятно, что один специалист, там, руководитель проекта может сочетать в себе там, и научное руководство, или техническим специалистом быть. То есть можно, в принципе, там на 2-3 раскидать. Но в идеале, чтобы 4 человека были в заявке. То есть вы показываете команду, которая прямо может реализовать тот великий проект, который вы придумали. Ну и что важно, что, как я и сказала, что у вас есть и технологическая составляющая, и составляющая части по коммерциализации. И вот вы получили резидентство. Вам важно, чтобы у вашей организации был основной АКВЭД, это 7219, и чтобы у вас было прописано в уставе, есть даже специальный шаблон устава, тоже его предоставим как дополнительные материалы. У вас в уставе будет прописано, что вы занимаетесь исследованиями и разработками, и коммерциализацией этих исследований. Поэтому очень часто компаниям, которые уже существуют на рынке и развивают что-то, мы рекомендуем иметь отдельную компанию на суше, да, так мы называем, да, вне Сколково и в Сколково, потому что в Сколково вы можете заниматься только определенным НИОКР и коммерциализацией исследований и разработки. На компанию Сколково вы не можете заключить договор услуг о том, что вы что-то там решили покодить, пока у вас там, не знаю, продажи встали. Или там, ну, грубо говоря, раньше был хороший пример, что сколковская компания не может купи-продай торговать колготками. Если она пишет, что она занимается биомедом и разработкой, там, например, специфических чулок, которые там компрессионных, да, то она именно этим должна заниматься, а не купи-продай, чисто исследование разработки и коммерциализация своих исследований. До того, как вы получили резидентство официально, вам дается полгода на то, чтобы все правильно оформить с точки зрения устава, с точки зрения переоформления всех документов вашей налоговой, о том, что вы прикреплены к налоговой Сколково теперь. Мгм. Понял. И какие плюшки я получаю дальше? Ну, есть плюшки и есть некоторые такие отягчающие обстоятельства. Вы должны сдавать ежеквартально отчет о том, как у вас идет реализация вашего НИОКа. Да? Дальше все остальное, там бухгалтерская отчетность, все примерно то же самое, что вы сдаете и обычно. Что очень важно, вам сразу предоставляется доступ к микрогрантам. Как я сказала, 4 миллиона выделяется автоматически, но вы должны писать заявки на эти микрогранты. Микрогранты – это гранты от 500 до 1,5 миллиона, от 500 тысяч до 1,5 миллиона на определенные статьи расходов. Это может быть маркетинг, может быть какие-то оформления объектов интеллектуальной собственности, это могут быть какие-то доработки или тестирования подрядчиком. То есть вот перечень тоже есть очень четкий, вы легко найдете его по ключевым словам микрогранты Сколково. Перечень в целом достаточно стабилен, и очень легко получить этот грант, около 10 дней дается на рассмотрение, и вы получаете грант, но четко по смете вы его тратите. Дальше у вас есть возможность пройти акселерационную программу, получить грант на доращивание. Это 7 миллионов рублей. Это грант на то, чтобы вот чуть подрасти для того, чтобы уже начать официально продажи вашего продукта. Ну и гранты на внедрение, это уже для тех, кто начал продавать свою продукцию, начал уже куда-то какую-то реализацию, получает контракты, и вы можете получить грант на внедрение своей наукоемкой продукции в проект заказчика, да, ну, внедрение для заказчика. Вот, поэтому льгот достаточно много. Помимо этого, у Сколково постоянно различные интересные мероприятия, стимулирование развития вашего проекта, инжиниринговый центр, который дает определенные там условия для того, чтобы вы свой проект развивали. Это и оборудование, это и подрядчики квалифицированные. Очень хороший в Сколково центр интеллектуальной собственности. Вот ЦИС прямо
Причем многие услуги он предоставляет, которые гораздо лучше и гораздо дешевле и гораздо логичнее, чем за границей с точки зрения оформления интеллектуальной собственности иностранной. То есть имейте в виду, даже сравнивали одна компания у нас, вот именно Сколковская, мы помогли получить резидентство, и потом она уезжала за рубеж. Мы сравнивали с регионом, насколько вот там удобно. Там столько консультантов, которые помогают сориентироваться в консультантах, которые там только есть, то есть консультанты по консультантам. Обычно же компания интернационализируется, ее облепляют как мухи всякими предложениями по поводу того, как развивать бизнес на конкретной территории. При этом ЦИС настолько все четко, быстро и относительно недорого делает. И вот я прямо очень советую обратить внимание на эту плюшку со стороны Сколково. Ну и помимо льгот, грантов и вот этих всяких специальных центров, есть еще и определенный такой нетворк со стороны резидентов Сколково. То есть это прямо новая такая история с точки зрения бизнес-клубов для резидентов, если правильно этим пользоваться, если ходить на мероприятия. Очень интересная и очень полезная история. Вот. Что еще? И, конечно, вот про МТК я тоже не зря рассказала. МТК помогает получать льготы дальше, дополнительные такие закрытые грантовые истории становятся доступны за счет МТК. И резидентство Сколково вы можете сочетать с грантами, предоставляемыми другими операторами различных программ, национальных программ, то есть другими институтами развития. Не запрещено сколковской компании идти на гранты Фонда содействия инновациям, не запрещено пользоваться грантовыми программами каких-то других институтов развития. То есть прямо имейте в виду, что это такая хорошая история. Ну, существует достаточно много и других фондов. Есть фонд президентских грантов, есть гранты движения первых, например, да, но это такие уже, во-первых, мелкие гранты, во-вторых, в каждой тематике есть какие-то еще свои меры поддержки, и вы их тоже чаще всего можете сочетать. Самое главное, это чтобы у вас один и тот же проект не получал деньги из разных источников государственных. Вот двойное финансирование проектов, оно запрещено, то есть, по сути, это мошенничество, потому что вы берете деньги на одно и то же, но в разных источниках. Вот. Но это сейчас достаточно оцифровано в целом, вот вся деятельность институтов развития, и достаточно согласовано. Поэтому сейчас надо уж как-то хитро извернуться для того, чтобы у вас получилось так обмануть государство. Вот, поэтому, но имейте в виду, что да, даже подавать заявки на смету проекта, которая у вас уже поддержана и которая у вас уже, который у вас уже реализуется за счет какого-то государственного финансирования, то тут нельзя так вести себя. То есть, условно, мне нужно брать гранты под разные какие-то фичи, под разные исследования, правильно? Да, абсолютно верно, под разные вещи. И, грубо говоря, вот ты взял грант, и у тебя в фонде оплаты труда прописано, что у тебя сотрудник определенный на 50% времени задействован в работе над вот этой темой. Дальше ты берешь грант на какую-то другую тему. Понятно, что у тебя сотрудник в любом случае какое-то время еще задействован на какие-то другие вещи, связанные с доработкой, например, продукта под заказчиков. И на другую тему ты говоришь, а вот здесь у меня вот этот сотрудник, он в этом проекте на 50%, а в этом проекте на 10%. И ты таким образом избегаешь того, чтобы у тебя за одну и ту же работу были была оплата, шла оплата сотруднику. То же самое у тебя идет с оплатой подрядчикам. Попробую это все в единую картинку собрать. Вот, если я правильно тебя понимаю, податься на грант Фонд содействия инновациям, достаточно непростая задача, и она будет схожа по сложности с тем, чтобы податься в Сколково. Правильно я понимаю? Это разные вещи. Вы знаете, просто не просто, это все-таки субъективный фактор, но если вы не хотите отрывать отдел ваших разработчиков, не хотите, чтобы руководитель сидел и занимался заполнением этих заявок и описанием,
то, скорее всего, имеет смысл брать какого-то подрядчика. В любом случае, один человек хорошо бизнес-план не напишет, только если это его основная специализация. То есть предприниматели чаще всего занимаются развитием бизнеса, какие-то подобные вещи делегируют. Но я знаю предпринимателей, которые в том числе и бухгалтерию сами ведут. Ну, на мой взгляд, от этого бизнес страдает. То есть я за то, чтобы использовалось конкурентное преимущество. Ну, в общем-то, и мой бизнес на этом построен. Но с другой стороны, я встречала заявки, когда писал заявитель сам и писал хорошо. Ну, просто вот у него к этому талант был. И в том числе я делал финансовую модель, и хорошо делал презентацию, и имел опыт питчинга. Вот мы, например, в рамках наших услуг тренируем в том числе и питч, потому что примерно понимаем, какие вопросы будет задавать комиссия, и примерно понимаем, как проработать определенные барьеры у заявителя для того, чтобы ему комфортно было отвечать на эти вопросы. Тем более, что у стартапов у них очень часто либо разработчики, которые тяжело рассказывают. Вот инженеры, они прям тяжело рассказывают. Они хорошо защищают какие-то там, знаете, интересные научные свои темы, научные дипломы, но при этом тяжело рассказывают о проектах, которые имеют составляющую, связанную с коммерциализацией. Либо вот другой такой полис – это когда они умеют питчить перед инвестором, а рассказать про наукоемкую составляющую не очень умеют. То есть они прям показывают, да, у нас классный проект, у нас вот это мы так будем продавать, и вообще там у нас KPI классный, а в чем ваша наукоемкая составляющая, инновационное преимущество? А тут они уже и не могут рассказать. И вот мы помогаем таким образом. Написать заявку – это не, как я сказала, не rocket science, как и написать бизнес-план, но есть определенные вещи, которые с опытом нарабатываются, чтобы там где-то не повторялось, а где-то более четко проговорить инновационную часть, а где-то более четко проговорить часть, связанную с коммерциализацией или с планированием бизнеса. И очень важно не забыть определенные вещи. Но мы за то, чтобы, если проекты решают писать самостоятельно заявку, чтобы они это делали тоже грамотно, поэтому у нас много бесплатных материалов, у нас целый YouTube-канал, посвященный этому, ну, по названию компании DocSourcing, вы легко его найдете, и там материалы, как отчетность сдавать, и как заполнять определенные разделы, и техническое задание, и смету, и календарный план, поэтому тут вы вполне можете попробовать себя. Ну и в любом случае полностью вы это никогда не делегируете, потому что никто не знает ваш проект так, как знаете его вы, поэтому в любом случае, даже если вы решите воспользоваться определенной компанией, которая помогает в упаковке заявок, это значит, что вы будете тесно сотрудничать с этой компанией по предоставлению информации, своего видения по поводу развития вашего продукта. Но это, конечно, определенную четкость придает процессу развития проекта и компании, особенно на ранних стадиях. То есть действительно взаимодействие с фондами и с ну, так называемыми гранторайтерами, оно помогает стартапам. У нас есть даже такой продукт, когда инвестор заказывает у нас упаковку для стартапа заявки для того, чтобы стартап научить работать более четко. То есть у нас даже вот такое есть, причем довольно популярный продукт, потому что мы инвестору еще даем фидбэк, как в целом, где слабые и сильные реальные стороны продукта, потому что стартап-то запичить инвестору, получить инвестиции может с одним бизнес-планом, но на самом деле история с точки зрения его продукта может быть не всегда адекватна тому бизнес-плану, который больше там для маркетинга идет. Ну, все-таки работа с инвестором, косвенно это маркетинг, это продажа. Продажа себя, продажа своего будущего успеха. Вот, Не забывай, поэтому что написание бизнес-плана не вредило ни команде. Это так. да, соглашусь. Поэтому тут, конечно, есть определенные сложности, но при этом это не высшая математика. Но очень важно соблюдать определенный порядок и понимать, что для вас это, по сути, такой roadmap, как вы будете тратить деньги и как вы будете тратить свое время. Потому что календарный план – это инвестиция вашего времени на определенные действия, которые связаны с развитием вашего проекта, а смета – это инвестиции денег либо от гранта, либо от гранта это вне бюджета на реализацию тех действий, которые вы планируете, на то, чтобы вы оплачивали и труд, и подрядчиков, и вот все, что вам нужно для того, чтобы реализовать проект. Звучит все классно, да, это хорошее финансирование, можно участвовать в нескольких проектах.
Мы, если в эту историю идем, мы не зашьемся в отчетности потом. Ну, то есть, насколько она разная у разных институтов поддержки и насколько сложно ее делать, или она похожа? А, Она разная, но похожая. В целом, самое главное, чтобы вы бухгалтерию вели четко и в белую. И тут часто возникают сложности, когда бухгалтерия на аутсорсе какой-нибудь компании или платформенным каким-то решением. Поэтому тут либо своего бухгалтера, либо бухгалтера какого-то на аутсорсе, но постоянного лучше иметь, потому что финансовая прозрачность, она важна. И чем больше вы интегрированы в меры поддержки, вот в эту всю экосистему, тем важнее она для вас будет. Вот. Но в целом никакой тоже прям дополнительной сложности в этом нет. У вас есть отчет о том, как вы работаете с точки зрения вашего НИОКа, то есть, грубо говоря, за последний год мы там добились там вот таких вот результатов. У нас KPI был, чтобы у нас четкость увеличилась там, или скорость реакции нашего решения на определенные там данные увеличилась там в 3 раза, а у нас в 3,6 раз оно увеличилось. При этом у нас была там план еще по написанию 2 научных статей, их мы написали. То есть, ну, как бы вот такие вот вещи. А насколько Что глубоко еще? это проверяется, прости? Это глубоко Условно, кто-то проверяется. будет проверять, там, это интервью какое-то с нами будет, с командой, что... Нет, вы сдаете просто бумагами в электронном виде, то есть чаще всего не проверяют. Бывают дополнительные проверки, ну, как у нас камеральная проверка бывает же в налоговой. Вот. Но в целом это достаточно лояльно. Но, знаешь, страх по отношению к институтам развития, он в основном стимулируется самими институтами развития, которые очень боятся, что вас обманут. Да, то есть это такой, как prisoner's dilemma. И тут очень важно, что вы просто четко действуете по правилам, а эти правила вам понятны. И если вам что-то непонятно, у вас всегда есть менеджер со стороны кластера, с которым вы можете взаимодействовать Сколково, или у вас есть руководитель программы, которому вы можете писать, который идет от фонда. Поэтому у вас всегда есть контактные лица. И это очень сложно, на самом деле, как-то так нашутить фонд, чтобы фонд заставил вас возвращать деньги, потому что у вас все всегда поэтапно идет. Вот, льгот Сколково тоже можно лишиться. Ну, вот, например, в 2000, по-моему, 10 что ли, ну, вот как и где-то вот в эти годы было дело о печеньках Сколково. Я уже, по-моему, про него рассказывала. Когда на грант Сколково накупили для обеспечения офиса печенье. Вот. Ну, это никак не связано с реализацией проекта наукоемкого. Поэтому понятно, что, во-первых, это запрещено, во-вторых, это те средства, которые должны были потрачены быть на что-то более нужное именно для реализации проекта. Хочет компания тратить средства, ну, пожалуйста, тратьте из прибыли на то, чтобы у ваших сотрудников были идеальные условия труда. Ну, насколько углеводы такие сладкие могут быть идеальными? Если ты на грант не покупаешь бабушке Порш и сдаешь нормальную отчетность, у тебя нормальная коммуникация с менеджерами со стороны фонда, то все нормально, ничего сложного такого не будет. Да? Да, абсолютно верно. И институты развития, они на то институты развития, чтобы стимулировать развитие экономики государства. Поэтому, вкладываясь в вас, они как бы на микроуровне вкладываются в развитие экономики. И именно поэтому компания, естественно, должна оставаться коммерческой. И у любой коммерческой компании два основных аспекта, у любого бизнеса. Это бизнес должен приносить деньги, и второе, это бизнес должен делать продукт, нужный рынку. И они связаны между собой, потому что если продукт рынку не нужен, то есть если там мир не делается лучше за счет этого продукта, денег с рынка продукт не будет получать. А постоянно заниматься только грантоедством, ну, это в принципе невозможно и неинтересно. На грантах вы много денег не заработаете. Это понятно, но они И идут. есть определенные ограничения, в том числе даже по зарплатам, которые вы можете платить с гранта. Например, по старту это 100 000 рублей.